Приветствую вас! С вами Наталья. Сегодня продолжаем тему заготовки клубники на зиму. И как я говорила в первой серии, все варианты заготовки сегодня будут связаны с заморозкой. Самый простой вариант – это клубничное пюре с сахаром. Пропорции могут быть любые. Обычно на килограмм клубники я добавляю 350 грамм сахара. Все тщательно перебиваю блендером. Переливаю в подходящую емкость, накрываю крышкой и убираю в морозильную камеру на хранение. Также я замораживаю пюре в небольших формах. Я делаю такое пюре с сахаром и без сахара. После заморозки такое пюре легко отделяется от формы. Особенно нравится такое порционное пюре детям. Я его использую для десертов и для напитков. Храню в специальном контейнере, это очень удобно. Один из моих любимых способов заморозки – это целая клубника, залитая клубничным пюре. В клубничное пюре сахар можно добавлять по вкусу. Я замораживаю порционно, и после разморозки получается замечательный десерт. Я замораживаю не только пюре, но и целую ягоду. Для этого сортирую клубнику на крупную и мелкую. Более мелкую клубнику перекладываю в контейнер, закрываю крышкой и замораживаю. Но если мне нужно, чтобы после разморозки ягоды хорошо отделялись друг от друга, то можно предварительно заморозить клубнику на тарелке, а затем уже переложить ее в контейнер. Крупную клубнику я замораживаю в пакете. Чистую сухую клубнику перекладываю в пакет, коктейльной трубочкой вытягиваю воздух и отправляю пакет в заморозку. Можно заморозить целую клубнику на шпажках. Я называю это клубничный шашлык. Такие фруктовые шашлыки я замораживаю в отдельном пакете. После заморозки можно украсить шоколадом и подать как самостоятельный десерт. На шпажках можно заморозить целую клубнику вместе с хвостиками. Для этого я использую крупную клубнику. После заморозки покрываю клубнику растопленным шоколадом, украшаю кокосовой стружкой. И теперь можно удивить гостей вот таким букетом из клубники в шоколаде. Помимо обычной заморозки, я делаю несколько видов десертов, которые долго хранятся в морозильной камере. И один из них – это мороженое. Мороженое без молочных продуктов. Потребуется 3 яйца, а вернее 3 белка. К белкам добавляю 120 граммов сахара. Перемешиваю венчиком. И отправляю чашу на водяную баню. В целях безопасности прогреваю белки до растворения сахара. Слишком долго прогревать не нужно, чтобы белки не свернулись. Прогретые белки переливаю в чашу и взбиваю в пышную белую массу. Нужно добиться вот таких устойчивых пиков. Далее подготавливаю клубничное пюре. Всего потребуется 200 грамм. Частями добавляю клубничное пюре во взбитые белки. Клубничное пюре добавляю частями, чтобы белки не осели. Можно, конечно, удалить семена, протереть через сито, но я этого не делаю. Полученную массу разливаю в одноразовые стаканчики. Украшаю крошкой из печенья с шоколадом. Можно взять любое украшение, просто шоколад, либо кокосовую стружку. Всего получилось 6 стаканчиков по 200 грамм. Отправляю стаканчики в заморозку. И в итоге получается вот такое мороженое без молочных продуктов. Очень вкусное, нежное, без кристалликов льда. Для следующего рецепта потребуется 70 грамм чистой сухой клубники
измельчаю ее блендером, но не в пюре, а на мелкие кусочки. 200 грамм мягкого сливочного масла добавляю 3 столовые ложки сахарной пудры. Немного перемешиваю и добавляю измельченную клубнику. Тщательно перемешиваю, чтобы клубника смешалась с маслом. Подготавливаю контейнер, выстилаю его пленкой, чтобы затем легче можно было извлечь масло. Выкладываю всю массу, разравниваю, закрываю крышкой и отправляю в заморозку. После заморозки ножом слегка поддеваю края и извлекаю масло. Вкуснейшее фруктовое масло, которое можно подать к блинчикам, к любому десерту или просто сделать вкусный бутерброд. И последний рецепт, который я хотела бы сегодня предложить, это замороженный клубничный мини-торт. Для его приготовления потребуется обычный классический бисквит и обычный заварной крем. Я не буду подробно останавливаться на этих рецептах. Рецепт и бисквита, и крема есть на моем YouTube канале. Ссылки оставлю в конце этого видео. Итак, в тарелку выкладываю заварной крем, добавляю измельченную клубнику и добавляю кубики бисквита. Все тщательно перемешиваю, выкладываю в порционную тарелочку, слегка уплотняю, сверху украшаю крошкой из печенья. Накрываю торт пленкой и убираю в заморозку. После заморозки торт перекладываю на тарелку, украшаю его шоколадом и даю ему полностью разморозиться. После этого торт легко режется на порционные кусочки. Получается очень вкусный нежный торт. После заморозки торт не теряет своих вкусовых качеств. Это очень удачный десерт, особенно когда гости на пороге. Дорогие друзья, надеюсь, что, посмотрев это видео, вы уже выбрали для себя те рецепты, которые вам понравились. И если это так, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на мой видеоканал. С вами была Наталья. До скорых встреч!